Умеете собирать сложные технические устройства, настраивать сети или паять микроэлектронику с закрытыми глазами? Пора монетизировать эти навыки. С 22 по 26 августа стартует DroneCon 4, всероссийский турнир для инженеров беспилотных систем. Здесь не будет скучной теории, только хардкорная практика. Соревнования идут по 4 направлениям, включая сборку ФПВ-систем, тонкую настройку Wi-Fi оборудования и работу с камерами. Это реальная возможность поработать с современным железом и показать свой скилл среди сильнейших инженеров страны. Формат очный, при этом организаторы полностью оплачивают питание и проживание участников. Переходи по ссылочке под видео, изучай условия и оставляй заявку. Приветствую вас, будущие инженеры-конструкторы. Посмотрите на этот скромный винт и плату полетного контроллера. Сегодня беспилотники стали для нас настолько привычной вещью, что их можно встретить буквально в каждом доме, как обычную игрушку. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какая невероятная технологическая драма скрывается за этим легким корпусом? Как за несколько десятилетий простое хобби авиамоделистов превратилось в шедевр робототехники, способный летать на автопилоте и самостоятельно анализировать рельеф местности. Чтобы разгадать этот секрет, нам придется заглянуть в самые старые архивы и вернуться в эпоху, когда электричество только начинало покоряться человечеству. Именно там, на пороге 20 века, произошло событие, перевернувшее все представление о физике управления. Хотите узнать, с чего все начиналось? Наш путь начинается в 1898 году. На электротехнической выставке в Нью-Йорке великий сербский изобретатель Никола Тесла представляет изумленной публике первую в мире радиоуправляемую модель железной лодки. Судно без всяких проводов, повинуясь сигналам из эфира, послушно маневрировало в бассейне, заставляя зрителей верить в магию или дрессированных животных внутри корпуса. Это был грандиозный триумф беспроводной передачи данных. Первый в истории плавающий беспилотник. Тесла доказал, что человек способен управлять машиной на расстоянии. Казалось бы, что технологии беспилотного полета должны были взлететь мгновенно. Но почему же после этого невероятного прорыва небо оставалось закрытым для роботов еще почти целое столетие? Ответ кроется в суровых законах физики и несовершенстве материальной базы тех лет. В первой половине 20 века любая приемопередающая электроника была чудовище громоздкой, тяжелой и дорогой. Полноценная система радиоуправления требовала десятков хрупких стеклянных вакуумных ламп, массивных медных катушек и механических реле. Вес такого оборудования исчислялся десятками килограммов. Поднять такую тяжесть в воздух гражданская авиация просто не смогла бы. И беспилотные аппараты оставались лишь редкой игрушкой военных ведомств с огромными бюджетами. Но инженеры не сдавались и искали новые способы создания подъемной силы. Чтобы победить вес оборудования, они решили кардинально изменить саму аэродинамическую схему полета. Угадайте, от чего им пришлось отказаться? Да, чтобы подняться в воздух, тяжелую аппаратуру классического самолетного крыла уже не хватало. Ему требовался разбег и высокая скорость. Конструкторы обратили внимание на винтокрылые системы, то есть ранние прототипы вертолетов. Первые летающие аппараты такого типа были колоссальными просто. Они занимали десятки квадратных метров площади, были опутаны сотнями тросов, расщелок и имели огромные деревянные лопасти. Они еле отрывались от земли, быстро садились и постоянно ломались из-за чудовищных вибраций. Тем не менее, именно эти громоздкие машины доказали, что вертикальный взлет без разбега возможен. Но как заставить этот вибрирующий ураган послушно выполнять команды оператора и лететь в нужную нам точку? Настоящий прорыв в управлении произошел в 1935 году, когда в воздух поднялся первый серийный радиоуправляемый аппарат, способный сбрасывать грузы по сигналу Земли. Это было торжество чистой механики. Сигналы из эфира приводили в действие пневматические сервоприводы, которые буквально дергали за стальные тросы, отклоняя рули направления и высоты. Аппарат летал строго по командам оператора, став предком всех современных авиационных автопилотов. Но у этой классической самолетной схемы оставался главный недостаток.
уязвимость при старте и невозможность зависнуть на месте для точной работы. Требовалось принципиально новое конструкторское решение, которое появилось лишь спустя 2 десятилетия. Какая же схема смогла совершить этот полетный переворот? В 1958 году американские ученые совершают очередной прорыв и конструируют первый экспериментальный аппарат мультироторного типа, прямого предка современных квадрокоптеров. Конструкция поражала воображение: легкая трубчатая рама, по углам которой располагались 4 несущих винта. Но самое интересное скрывалось внутри. В движение все 4 пропеллера приводились одним центральным бензиновым двигателем через сложнейшую трансмиссию, состоящую из длинных валов, шестерен и угловых редукторов. Это была невероятно красивая инженерная задумка, но на практике она оказалась слишком хрупкой и тяжелой. Малейший люфт шестеренки приводил к мгновенной потере баланса и падению. Инженеры столкнулись с суровым физическим законом, который не давал этой схеме летать стабильно. Понимаете, о каком законе идет речь? Каждый конструктор летающих роботов обязан знать третий закон Ньютона: сила действия всегда равна силе противодействия. Когда двигатель заставляет пропеллер бешено вращаться по часовой стрелке, ротор передает точно такой же крутящий момент обратно на статор. А поскольку статор жестко прикручен к раме аппарата, этот реактивный момент заставляет весь корпус дрона вращаться в противоположную сторону против часовой стрелки. Аппарат с одним винтом без компенсирующего хвоста просто обречен на неуправляемое вращение и крушение. И это была настоящая стена для инженеров. Как же компенсировать этот разрушительный реактивный момент, не усложняя конструкцию хвостовыми балками и винтами, как на классических вертолетах? Самым логичным решением было использование четного числа винтов, вращающихся в противоположных направлениях. В двухвинтовой схеме реактивный момент одного двигателя полностью компенсируется моментом другого, благодаря чему корпус аппарата остается стабильным и не вращается вокруг своей оси. Казалось бы, вот оно, идеальное и экономичное решение. Но дьявол всегда кроется в деталях. При полете на высоких скоростях и выполнении резких поворотов в двухвинтовой схеме катастрофически не хватало точности и стабильности управления. Попытка добавить третий винт тоже завела инженеров в тупик. Почему же схема с 3 пропеллерами оказалась еще более сложной и нежизнеспособной? Трикоптеры стали настоящей головной болью для конструкторов. Дело в том, что 3 – это нечетное число, и компенсировать крутящий момент двигателей простым противоположным вращением физически невозможно. Чтобы дрон не вращался вокруг своей оси, инженерам пришлось пойти на крайние меры. Установить на хвостовой мотор сложный механический сервопривод, который постоянно наклонял оси двигателя влево и вправо. Это привело к излишней механической сложности, появлению вредных гироскопических моментов и быстрому износу узлов. Система получалась капризной и ненадежной, но гениальное решение было совсем рядом. Стоило лишь добавить 4-й винт. Какую же тайну скрывает в себе классическая схема квадрокоптера? Добавление 4-го винта породило классическую X или H-образную схему квадрокоптера, которая сегодня доминирует в мире. 4 винта – это идеальный баланс физических сил и геометрической простоты. Двигатели расположены по диагоналям. Одна диагональная пара вращается по часовой стрелке, а вторая против. Реактивные крутящие моменты полностью обнуляют друг друга. Никаких сервоприводов и никаких наклоняющих осей и сложной механики. Все управление полетом происходит исключительно за счет изменения скоростей вращения 4 независимых моторов. Но как именно изменение скорости простых пропеллеров заставляет аппарат выполнять сложнейшие маневры в трехмерном пространстве? Управление квадрокоптером – это чисто прикладная аэродинамика. Чтобы зависнуть на месте, общая подъемная сила винтов должна в точности уравновесить вес аппарата. Чтобы полететь вперед, совершить тангаж, дрон уменьшает скорость передних пропеллеров и увеличивает скорость задних. Аппарат наклоняется, и горизонтальная составляющая сил тянет ее вперед. Точно так же выполняется крен влево или вправо, а для разворота по курсу
рыскания. Дрон снижает скорость вращения одной диагональной пары. Реактивный момент перестает компенсироваться, и корпус плавно поворачивается в нужную сторону. Ну вот представьте, человек физически не способен регулировать обороты 4 моторов с частотой в сотни Гц. Что же тогда выполняет эту титаническую работу? В конце 20 века происходит грандиозное событие, которое вывело беспилотники из тупика. Появление первых производительных микропроцессоров и микроконтроллеров. Тяжелая, капризная и дорогая аналоговая электроника наконец-то уступила место крошечным кремниевым чипам. Этот электронный мозг оказался способен выполнять миллионы вычислительных операций в секунду, мгновенно рассчитывая нужную скорость каждого из 4 двигателей. Беспилотники наконец-то смогли стать по-настоящему маленькими и автономными. Но чтобы мозг принимал верные решения, ему нужны были органы чувств. Как же инженерам удалось уместить сложнейшие авиационные приборы в эту крошечную машинку? Классические самолетные гироскопы и акселерометры весили килограммы и требовали огромного пространства. Решением стала революционная технология МЕМС – микромеханические системы. Инженеры научились изготавливать сверхточные датчики, размеры которых сопоставимы с размерами обычного муравья. Это не просто микросхемы, а настоящие микроскопические машины, имеющие подвижные механические части. Прямо на кремниевой дорожке они вытравлены ровными линиями. Именно они стали глазами и ушами современного дрона, измеряя любые наклоны и ускорения. Но как именно кремниевая деталь размером в доли миллиметра умудрялась фиксировать реальное физическое движение? В основе работы этого акселерометра лежит изящный физический принцип. Внутри датчика расположены микроскопические кремниевые лопасти, образующие конденсатор с определенной электрической емкостью. Когда дрон начинает ускоряться или наклоняться, подвижная часть лопастей под действием силы инерции слегка смещается. Расстояние между кремниевыми пластинами изменяется, что мгновенно меняет общую электрическую емкость. Это микроскопическое изменение физической величины преобразуется в цифровой электрический сигнал и передается в процессор. Но акселерометр измеряет только ускорение. А как дрон узнает, на какой точно высоте над землей он находится в данный момент? Чтобы дрон не падал и держал высоту с точностью до сантиметра, инженеры установили на плату микроскопический барометр. Этот датчик измеряет тончайшее изменение атмосферного давления воздуха. Внутри него находится тончайшая кремниевая мембрана. Над вакуумной полостью, когда дрон поднимается выше, давление воздуха падает, и мембрана слегка прогибается наружу. Встроенная электроника фиксирует это движение мембраны и мгновенно вычисляет высоту полета. Но в реальном полете каждый датчик по отдельности дает погрешности и шумы. Как же тогда инженерам удалось объединить их показания в единый абсолютный, а главное точный информационный поток? Инженеры объединили акселерометр, гироскоп и магнитный компас в одну сверхкомпактную систему инерциальный измерительный блок, или сокращенно ИИБ. В мире робототехники его справедливо называют королем датчиков. Этот блок непрерывно измеряет ускорение и вращение аппарата во всех 3 плоскостях пространства, формируя полную картину полета. Полетный контроллер ежесекундно считывает эти данные, чтобы удерживать стабильный горизонт. Однако в воздухе дрон сталкивается с мощными физическими помехами, которые могут легко разрушить эту идиллию. Какая невидимая сила пытается сбить дрон с толку, и как инженеры научились с ней бороться? Главный враг точности датчиков – это жесточайшая механическая вибрация, создаваемая быстро вращающимися пропеллерами и моторами дрона. Этот физический гул искажает показания хрупких кремниевых пластин, превращая их сигналы в хаотичный шум. Чтобы победить эту проблему, инженеры применили метод слияния датчиков. Полетный контроллер опрашивает одновременно несколько разных источников данных, например, всех, которые мы сейчас с вами перечислили. Совместная работа разных датчиков позволяет получить гораздо более точные измерения, чем работа каждого из них по отдельности. Но как именно процессор отсекает мусорные сигналы от истинного движения? Для очистки сигналов от шума используется выдающийся математический алгоритм, так называемый фильтр Калмана.
Загруженный в процессор полетного контроллера, он непрерывно анализирует историю прошлых движений дрона и его текущие показания датчиков. Алгоритм вычисляет вероятность ошибки и буквально предсказывает следующее реальное состояние аппарата, мгновенно отсекая вибрационный шум моторов. Если внезапный порыв ветра наклонит дрон, фильтр Калмана поможет процессору мгновенно принять верное решение для стабилизации. Но чтобы отработать эту команду, двигатели должны реагировать со скоростью молнии. Какие моторы способны на такие действия? Обычные коллекторные моторы со щетками быстро износились бы и сгорели от постоянной и резкой смены оборотов. Поэтому в современных дронах применяют бесколлекторные электродвигатели постоянного тока. В них полностью отсутствуют трущиеся механические контакты. Вращение ротора с мощными магнитами создается за счет прецизионного переключения электромагнитных полей на катушках статора, которым управляет электроника. Эти моторы обладают феноменальной надежностью, КПД, и способны изменять скорость вращения 1000 раз в секунду. Но для питания этих силовых гигантов требуется колоссальное количество энергии. Какая батарея способна выдержать такие токи? Долгое время полет беспилотников ограничил огромный вес свинцовых или никелевых аккумуляторов. Настоящим энергетическим спасением стало появление литий-ионных и литий-полимерных батарей. Они обладают уникальной удельной плотностью энергии при минимальном весе, что позволяет дрону находиться в воздухе долгое время. Аккумулятор выдает огромные токи, питая силовые моторы, полетный контроллер и радиоприемники. Но высокая плотность энергии требует деликатного обращения, ведь повреждение батареи может привести к воспламенению. А что произойдет с аппаратом, если в полете вдруг полностью пропадет сигнал управления с пульта? Обычно оператор управляет дроном по радиоканалу на расстоянии в несколько километров. Но если связь внезапно обрывается из-за препятствий или помех, включается умный алгоритм спасения. При запуске дрон с помощью спутникового приемника GPS фиксирует точные координаты точки старта. При потере радиосигнала полетный контроллер автоматически активирует функцию возврата домой. Аппарат самостоятельно набирает безопасную высоту и по спутникам возвращается точно в руки оператора. Но что делать, если радиоэфир полностью заблокирован сильными помехами и GPS не работает? Инженеры нашли невероятное решение, которое возвращает нас к истокам техники. Век беспроводных технологий преподнес инженерам сюрприз. Самым надежным средством связи оказался, как вы думаете, тонкий провод. Новейшее направление в конструировании дронов – управление по оптиковолоконному кабелю. За летящим аппаратом послушно разматывается тончайшая нить из специальной катушки. Поэтому световоду передается чистейший видеосигнал высокого качества и команды управления. Такой дрон абсолютно неуязвим для любых средств радиоэлектронного подавления и тем более глушилок, ведь у него нет радиоканала. Да, кабель немного ограничивает маневренность, но взамен дает стопроцентную надежность связи. А как управлять не одним, а сразу тысячами аппаратов, летящих крылом к крылу? Когда в небо одновременно поднимаются тысячи дронов, они превращаются в единый скоординированный живой организм, так называемый рой. Ярким примером гражданского применения этой технологии являются грандиозные световые шоу, где более 10 тысяч беспилотников синхронно выстраиваются в небе в сложнейшие фигуры. Каждый аппарат летит по строго заданной траектории, непрерывно обмениваясь координатами с соседними аппаратами, чтобы избежать столкновения. В реальных условиях координировать такой рой невероятно трудно из-за ветра и электромагнитных помех. Но что если научить каждый отдельный дрон не просто лететь по программе, а самостоятельно анализировать обстановку? Будущее беспилотной авиации неразрывно связано с искусственным интеллектом. Сегодня дроны учатся думать и действовать полностью автономно. Бортовые нейросети и машинное зрение позволяют процессору мгновенно распознавать препятствия, провода, деревья, людей. Благодаря термальному зрению и оптическим библиотекам образов дрон способен ориентироваться по карте местности, считывая рельеф под собой даже при полном отсутствии сигналов GPS и связи с оператором. Аппарат сам принимает решения и огибает препятствия. Но как эти фантастические интеллектуальные технологии помогают нам в нашей повседневной мирной жизни? Сегодня гражданские дроны выполняют самую важную, опасную и созидательную работу. Они патрулируют леса,
тушат пожары в токсичных зонах, обследуют мосты и доставляют медикаменты в труднодоступные горные районы, куда не проедет ни одна машина. В сельском хозяйстве дроны с мультиспектральными камерами сканируют поля, безошибочно выявляя болезни растений и точечно распределяя удобрения. Инженерная мысль прошла потрясающий путь от маленькой железной лодки Николы Теслы до умных небесных спасателей. И именно вам, будущим инженерам, предстоит вписать новую, еще более захватывающую главу в эту историю. У меня там все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, переходите на мой Бусти, все ссылочки будут в описании. И всем добра. Пока-пока.